Молдова поднимает военных. В страну заходят войска Румынии. Граждан предупреждают о передвижении колонн техники по главным дорогам страны. Что произошло? Немцы готовы открыть огонь. Большая часть населения за стрельбу на поражение. Опубликованы детали опроса среди граждан страны. Что напрягает Берлин? На Западе заговорили о поражении и предательстве Киева. Почему в Лондоне считают, что НАТО не спасет Украину? Резонансное заявление на фоне последнего визита Зеленского в Вашингтон. Путин выдвинул ультиматум. Ответ Трампу. Москва назвала условия завершения войны и даже выразила готовность к уступкам. О чем речь? В Финляндии предлагают бороться с Кремлем кнутом, а в Украине не ждут прорыва от будапештских американо-российских переговоров. Почему? Масштабные протесты против президента. Россияне рвутся в Европу и страны НАТО на новогодний уикенд, а создатели искусственного интеллекта прогнозируют бедность и безработицу. Кто потеряет работу в ближайшем будущем? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Военная техника на улицах страны, колонны, бронемашин и солдаты. Масштабная подготовка в стране. Жителей соседней с Украины Молдовы ждут необычные военные пейзажи. И все из-за совместных учений молдавских и румынских армий. Министерство обороны заранее предупредило, военные колонны будут перемещаться между воинскими частями и учебными центрами национальной армии. Учения плановые, но внимание к ним повышенное. Они проходят в рамках годового плана подготовки нацармии. Старт масштабных маневров уже 20 октября. Согласно сценарию, военные выполнят стрельбы из разных видов стрелкового оружия, проведут занятия на выносливость и развитие командных навыков, а также тренировки по военно-медицинской подготовке. Кроме того, офицеры, сержанты и солдаты совершат прыжки с парашютом, с фалом и в свободном падении. В то же время в самой Румынии на стрельбищах снова гремят выстрелы, граждане страны оттачивают забытые навыки, готовясь к войне, которая, как они надеются, никогда не придет. Эти люди – банкиры, бизнесмены, экономисты, в мирное время ведут обычную жизнь, а теперь снова берут в руки оружие. Они добровольно проходят военную подготовку, в случае войны их призовут защищать страну. Кажется, что долгий период времени, прошедший с момента последних крупных мировых конфликтов, в которых участвовало множество стран, позволил людям забыть, какой ущерб может нанести война. Мы надеемся, что нам не придется столкнуться с чем-то подобным. Немцы готовы открыть огонь. 79% жителей Германии выступают за то, чтобы в их небе гремели взрывы, если в воздушном пространстве появятся неопознанные дроны. Об этом говорят данные свежего опроса института YouGov по заказу агентства ДПА. Большая часть населения уверена, что бить по целям просто необходимо, если такие БПЛА появляются над аэропортами и стратегическими объектами страны. И лишь 6% респондентов выступили против применения оружия. Остальные либо обеспокоены, либо требуют решительных мер. Ко всему, 69% опрошенных признали, что тревожатся из-за недавних сообщений о неопознанных беспилотниках, проникающих в воздушное пространство Германии. 14% не проявляют по этому поводу беспокойства, а еще 15% нейтральные в этом вопросе. 59% респондентов считают вероятным, что за полетами беспилотников в Германии стоит Россия. А 19% напротив считают это маловероятным. Напомню, 2 и 3 октября работа второго по величине аэропорта Германии Мюнхенского была временно остановлена из-за появления неизвестных дронов в небе. По данным издания Bild, которое ссылается на секретный доклад полиции, речь могла идти о военных разведывательных беспилотниках. Украина в ожидании новых переговоров без рычага давления в виде ракет «Томагавк», которые Трамп решил не давать Киеву. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Западная пресса продолжает активно реагировать на то, что произошло в Белом доме во время визита Зеленского. Решение американского президента и ожидание его новой встречи с Путиным ставит Украину в неудобное положение, прежде чем решать, что делать дальше, пишут авторы издания, считая, что если переговоры не дадут результата, ожидается, что Киев снова попытается склонить Трампа к предоставлению большего количества оружия. Теперь украинцы опасаются, что они потеряли импульс, который набрали в последние недели, играя на раздражении Трампа отказом Москвы урегулировать войну. Вместо предпочтительной стратегии Киева наносить жесткие удары по России с помощью дальнобойного оружия, чтобы вынудить к настоящим переговорам, Киев снова оказался в цикле диалогов, которые, по его мнению, уже доказали свою бесплодность.
Россия стремится закрепить свои успехи на земле до наступления зимы, а поэтому ее наступление хоть и медленное, но продолжается. Об этом пишет CNN, уточняя, Путин отвергает компромисс и идет в отказ. Сейчас ситуация на стороне РФ. Москва выработала новые способы применения дронов для поиска и уничтожения украинских солдат и техники, превратив прежнюю слабость в преимущество, пишет эксперт по России Дара Масиса в журнале Foreign Affairs. Она отмечает, что Россия создала улучшенные ракеты, более прочные бронесистемы и предоставила младшим командирам больше свободы в планировании операций. Капитуляция Украины не вариант. Такое заявление сделал Мерц, пишет Бильд, уточняя, что канцлер Германии признал открыто. Визит Зеленского в США не прошел так, как того хотел Киев. А поведение Трампа показало, насколько Украине необходима помощь Европы. Когда я так активно выступаю за то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину финансово, политически, конечно, военным образом, мы делаем это не для того, чтобы продлить эту войну, а чтобы как можно скорее ее закончить. Это наша цель, и мы достигнем ее только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении. При этом на Банковой считают, что в вопросе томагавков не поставлена точка. Зеленский заявил, что американский президент не сказал «да», но и не сказал «нет». В эфире телеканала NBC News Зеленский заявил, что украинцам нужны американские томагавки, потому что Россия тоже использует против Киева оружие союзников. И когда мы говорим о дальнобойности, людям нужно понимать, мы используем 1000 украинских дальнобойных дронов собственного производства по военным целям. Но Россия использует не только дроны иранского производства. Они также используют и свои собственные дроны. Если честно, у них есть и свои дроны, но они также применяют ракеты российского производства и дальнобойные ракеты северокорейского производства. В то же время не ракетами или дронами, а кнутом предлагает бороться с Россией президент Финляндии Стуб. Он по-прежнему верит в силу Трампа. Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп. На Западе заговорили о поражении и предательстве Киева. Один из самых авторитетных британских военных, фельдмаршал лорд Дэвид Ричардс, прямо заявил, Украина не сможет выиграть в войне с Россией. В интервью The Independent бывший глава британского генштаба и экс-командующий силами НАТО в Афганистане заявил, что Киев получил ложные надежды от союзников, которые поощрили его сражаться, но не дали средств для победы. По словам Ричардса, НАТО не вмешается в эту войну, потому что для Запада Украина не вопрос выживания, в отличие от России. Максимум, на что может рассчитывать Киев, по мнению фельдмаршала, ничья. Эти слова прозвучали на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Мое мнение, что они не победят. Не могли бы победить даже с правильными ресурсами. И есть правда. У них нет людских ресурсов. Если только мы не пойдем с ними, чего мы не сделаем? Потому что Украина не является экзистенциальной проблемой для нас, так что мой инстинкт подсказывает, что лучшее, что может сделать Украина, это, и вы уже видите, президент Зеленский, вдохновляющий лидер, но ему нужно добиться успеха сейчас, или он политически проиграет. Лучшее, что они могут сделать, это своего рода ничья по счету. Трамп накануне, напомню, также предлагал ничью. Он считает, что Путину и Зеленскому необходимо просто объявить о победе и остановить войну по нынешней линии фронта. Эти слова в Украине назвали хорошей новостью, ведь Вашингтон в таком случае отказался от идеи обмена территориями, которую сам Трамп ранее и рассматривал. В этом уверен бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. При этом он также считает, что никакого прорыва в Будапеште не будет. Единственное послание, которое Путин передает, звучит так. Я готов платить любую цену и столько, сколько потребуется, чтобы выиграть эту войну. А на что готовы вы? Сколько вы готовы платить и как долго? Это вопрос, который он адресует Европе и Соединенным Штатам. Все остальное – просто шум. В России уже заявили, что объявлять о победе, так как предлагает Трамп, никто не будет. В этом уверяет Медведев. Он заявил, что России нужна победа с учетом и выполнением всех ранее поставленных условий. К тому же он считает, что украинцы не примут потерю территорий, если война остановится по нынешней линии фронта. Такой вариант грозит непосредственно Зеленскому. А на заявление Трампа и его поведение в РФ отреагировали так. Зато главный миротворец удачно поиграл в томагавки. В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение, и закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает. Надо признать, что пока Трамп достаточно тверд в позиции, это не моя война, во всем виноват маразматик Б.
И Путин все же озвучил Трампу условия завершения войны. В последнем телефонном разговоре он заявил, что все закончится, если Россия будет иметь полный контроль над всей Донецкой областью. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Кроме того, РФ готова на уступки. Во время телефонного разговора Путин, как утверждают источники, заявил, что готов отказаться от части контроля над двумя другими украинскими регионами, Запорожской и Херсонской областями, в обмен на полное владение Донецком. Это, по оценке американских чиновников, менее масштабное требование, чем то, которое российский лидер выдвигал в августе на саммите с Трампом в городе Анкоридж. В Белом доме некоторые восприняли это как прогресс. Друзья, в предыдущем видео я показывал вам мнение украинцев и россиян, которые дали интервью в Киеве и Москве. Мы могли услышать их мнение и ожидания от предстоящего американо-российского саммита в Будапеште, но я совсем забыл спросить у вас, чего вы ожидаете от новой встречи Трампа и Путина, учитывая при этом совсем недавнюю встречу в Анкоридже на Аляске. Ожидаете ли прорыва, будет ли провал, или же поговорят, разъедутся и вновь тишина? Здесь может быть множество вариантов. Каковы ваши мысли? Как всегда, приглашаю к обсуждению в комментариях и благодарю тех интеллигентных зрителей, кто умеет выражать свое мнение без оскорблений в адрес любой стороны. Как и прежде, спасибо за каждый поставленный вами лайк и подписку. А я продолжаю. Масштабные протесты против президента США и Европу охватили массовые шествия против Трампа. Сотни тысяч людей вышли на улицы под лозунгом «No Kings» – «Никаких королей». По всей Америке, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Чикаго до Вашингтона и даже за ее пределами, например, в том же Берлине, прошла волна митингов против, как утверждают участники, усиления авторитарных тенденций в политике президента Трампа. В одном только Чикаго, где акция проходила под названием «Hands Off Chicago», улицы оказались заблокированы, а парк Гранд заполнили тысячи демонстрантов. По данным организаторов, в субботу, 18 октября, состоялось более 2600 митингов по всем 50 штатам США и в ряде зарубежных столиц. Протестующие обвиняют администрацию в преследовании политических противников, массовых иммиграционных рейдах и применении федеральных войск против мирных граждан. Акции, по словам активистов, стали ответом на угрозу демократии и шаги Белого дома, которые, по их мнению, приближают страну к автократии. К движению присоединились более 300 общественных организаций. В Берлине к протестам примкнули европейские активисты. Участники считают, противостоять политике Трампа значит защищать демократию во всем мире. Отмечу при этом, что в подобных акциях протеста, конечно же, не участвуют абсолютно все американцы. В основном это сторонники демократов. И напомню, что согласно последним опросам, которые проходили в США с 19 по 21 сентября, деятельность Трампа на посту президента США одобряют 41% американцев. Россияне рвутся в Европу и планируют встретить Новый год в странах НАТО. Спрос на поездки вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Островок». По данным Российского союза туриндустрии, общее количество международных поездок россиян в январе-августе увеличилось на 21%, тогда как спрос на европейские направления у туроператоров вырос на 30%. Доля Европы в бронированиях увеличилась с 8 до 9%. Особенно востребованы Италия, Франция и альпийские курорты. Спрос на них удвоился. Италия заняла 4% зимних продаж, Испания 3%. Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами. Аналитики «Островка» обращают внимание на рост числа авиамаршрутов в европейские города из постсоветских стран, что упростило планирование поездок. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также отмечает, что варианты бюджетных перелетов стали предлагать и турецкие лоукостеры. Активизировались и те, кто долго откладывал зарубежные поездки, однако визовые проблемы остаются барьером, документы оформляют до 45 дней и спрос превышает возможности консульств, уточняет «Коммерсант». Искусственный интеллект оставит людей без работы. Мир уже стоит на пороге самой масштабной потери рабочих мест в истории. Об этом заявил создатель технологий, лежащих в основе искусственного интеллекта Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом ИИ. По словам Хинтона, машины уже начинают вытеснять людей с рынка труда, и процесс идет куда быстрее, чем правительства успевают реагировать. Искусственный интеллект сделает немногих очень богатыми, а большинство беднее. Это не вина искусственного
искусственного интеллекта – это капитализм, говорит ученый. Исследования подтверждают его слова. По данным Международной организации труда, офисные и административные профессии, прежде всего женские, под наибольшей угрозой. Молодые специалисты уже чувствуют удар. Вакансий начального уровня становится все меньше, особенно в сферах, где внедряют ИИ, от обслуживания клиентов до издательского дела. Хинтон предупреждает, корпорации используют искусственный интеллект, чтобы заменять работников, а не помогать им. В течение ближайших 1,5 лет, прогнозируют аналитики, число увольнений из-за внедрения таких технологий будет только расти. Хинтон также согласен со следующим утверждением. Искусственный интеллект не отнимет вашу работу. Человек, использующий его, отнимет вашу работу. Ученые при этом также уточняют, что миру точно нужны будут медики, которым, кстати, искусственный интеллект, наоборот, поможет в работе. Друзья, каковы ваши мысли по этому поводу? Боитесь или нет развития ИИ? Как считаете, потеряете или нет свою работу в будущем? И какую профессию должно выбирать подрастающее поколение? Делитесь своей точкой зрения под этим видео. А я говорю вам всем спасибо, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра. Начнем новую неделю вместе.